Всем здравствуйте! Спасибо, что заглянули в мой канал. Меня зовут Татьяна, и сегодня я хочу вам показать, как выполнена ложная петлевка при вязании сверху. Я уже выполнила ворот, связала, он довольно-таки у меня высокий. И дальше у меня шла ложная петлевка. Вот так она выглядит поближе. Это у нас лицевая сторона. Хочу обратить ваше внимание, что последний ряд выполнен изнаночными петлями. Но не обязательно. Последний ряд можно выполнять и лицевыми петлями. Итак, выглядит ложная петлевка на изнаночной стороне в данном случае. Что касается ложной петлевки, она может выполняться как при вязании сверху вниз, как в данном случае, а также при вязании снизу вверх. Вот в этой кофточке у нас тоже есть ложная петлевка. Данная кофточка у нас связана снизу вверх. На канале у меня есть полный мастер-класс по вязанию данной кофточки. Можете перейти по ссылочке и посмотреть, если вас это заинтересовало. Что касается ложной петлевочки, то же самое. Видите, обработана горловина такой вот ложной петлевкой. Вот этот ряд тоже у нас будет изнаночный. Видите, изнаночные петли. Дальше идет полурезинка. И вот так вот он выглядит, ложная петлевка на изнаночной стороне. Если кого-то заинтересует данная ложная петлевка, можете перейти по ссылочке, сейчас она появится сверху, и посмотреть, как выполняется эта ложная петлевка, когда идет вязание снизу вверх. Сегодня же я вам покажу ложную петлевку. Это когда идет вязание сверху вниз. Дальше у меня пойдет реглан, поэтому я хочу обратить внимание на то, что данная ложная петлевка, скажем, провязывается очень легко. Мне больше нравится именно ложная петлевка, когда идет вязание сверху вниз. Делается эта ложная петлевка намного быстрее, чем данная петлевка. Обработка горловины ложной петлевкой состоит из нескольких этапов. Первый этап заключается в следующем. Берем спицы в работу на полразмера меньше. Если я вязала ворот 3,5, то сейчас я беру троечку. И первый этап — удваиваем петли. Каким образом? Первая петля лицевая, мы ее провязываем. Дальше у нас петли тоже все будут лицевые, в том числе и изнаночные. Будем провязывать их лицевыми. Но после каждой петли у нас будет прибавка. Прибавку мы будем делать из протяжки. Вот таким образом набрасываем протяжку на спицу левую и провязываем ее изнаночной. Вот таким образом. Следующая изнаночная, но мы все равно ее провязываем лицевой. Дальше опять делаем из протяжки, делаем прибавку. Набрасываем вот таким образом и провязываем ее изнаночной. И так мы будем делать до конца ряда. И у нас на спицах уже будет в 2 раза больше петель, чем было до этого времени. Хочу обратить внимание на то, что вот эта вот протяжка, которую мы набрасываем на левую спицу, к нам левой стенкой находится поближе. Вот эта вот правая стенка, она подальше, а левая поближе. И мы провязываем именно левую стенку, вот эту. Дальше у нас идет лицевая. Мы ее провязываем лицевой. Опять идет протяжка, мы набрасываем. И левую стенку, левую вот эту вот провязываем изнаночной. В конце ряда здесь немножко вот так. Последняя петля изнаночной мы провязываем лицевой. И еще одну протяжку поднимаем на спицу. Вот таким образом. И также провязываем изнаночной. Здесь у нас в конце ряда немножко посложнее.
последний у нас должен быть последняя прибавочка. Вот так же из протяжки. Все. Значит, мы петли удвоили. Сейчас у нас идет второй этап. Второй этап — это у нас полая резинка, 4 ряда. Первый и третий ряд будут одинаковые. Второй и четвертый также будут одинаковые. Первый ряд заключается в следующем. Идет у нас первая петля лицевая. Мы ее провязываем лицевой. Следующая у нас будет изнаночная. Мы ее будем переснимать нить перед работой. Вот таким образом. Следующая лицевая. За ней изнаночная нить перед работой. Опять лицевая, изнаночная нить перед работой. И таким образом повторяем этот первый ряд. Точно так же мы будем провязывать и третий ряд. Первый ряд полой резинки провязан. И вот так выглядит на данном этапе наше вязание. Сейчас второй ряд. Второй ряд полой резинки. Первая петля у нас лицевая. Мы ее снимаем, нить за работой. Дальше идет у нас изнаночная. Мы ее провязываем. И повторяем до конца ряда. Лицевую снимаем нить за работой, изнаночную провязываем. Это у нас идет второй ряд. И точно таким же образом мы с вами будем провязывать четвертый ряд. Здесь уже провязано 2 ряда полой резинки. 3 ряда полой резинки уже провязано. Я уже провязала 4 ряда полой резинки. Вот так она выглядит поближе. По изнанке и по лицевой стороне. Сейчас остается третий этап. Он заключается в следующем. Мы будем провязывать 2 петли вместе. И тогда у нас на спицах будет первоначальное количество петель. Можно провязывать изнаночными, можно провязывать лицевыми. Это как кому, скажем, нравится, у кого какая задумка. Так, я буду провязывать 2 петли вместе изнаночной. Следующим образом. Вот так. Следующая петля. Опять 2 петли вместе изнаночной. И продолжаем дальше вязание. И вот так вот выглядит ложная петлевка при вязании сверху. После этого переходим на спицы большего размера. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, нажимайте пальчик вверх. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!